23 лицевой ряд. Здесь уже у нас наш ромбик пойдет на убавление. Мы уже будем его убавлять. Провязываем 11 петель по рисунку. Провязываем 15 петель, перекрещивая их в левую сторону, как обычно. Сразу после 11 петель. 15 пар петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Мы перекрестили 15 пар петель. Перекрещиваем 16 пару. Оставляем одну петлю на вспомогательной спице перед работой. Провязываем лицевую петлю. И петлю со вспомогательной спицы делаем накид и снимаем эту петлю, не провязывая вместе с накидом. Вот так. Далее провязываем лицевую петлю и 11 петель провязываем до конца ряда по рисунку. Вяжем 24 изнаночный ряд. 11 петель провязываем по рисунку. Далее провязываем одну изнаночную петлю. Петлю вместе с накидом провязываем лицевой. То есть мы уже начали вывязывать полупатентную петлю. Дальше мы 14 пар петель перекрещиваем с наклоном в левую сторону, как обычно. Петли изнаночные, ряд изнаночный и петли провязываем изнаночными. 14 пар. Провязали, перекрестили 14 пар и 15 пару перекрещиваем следующим образом. Одну петлю оставляем на вспомогательной спице перед работой. Провязываем изнаночную петлю и петлю со вспомогательной спицы мы провязываем лицевой. Так, теперь провязываем изнаночную петлю и 11 петель до конца ряда вяжем по рисунку. Вяжем 25 лицевой ряд. Провязываем 2 изнаночных петли. 2 петли оставляем на вспомогательной спице перед работой. Провязываем 2 лицевые.
И петельки со вспомогательной спицы мы провязываем лицевыми. Сформировали косичку, 5 изнаночных петель. Дальше провязываем лицевую петлю и петлю с накидом снимаем, не провязывая. Теперь нам нужно 13 пар петель перекрестить с наклоном в левую сторону. Тринадцать пар петель мы перекрестили с наклоном в левую сторону. Теперь 14 пару перекрещиваем следующим образом. Одну петлю оставляем на вспомогательной спице перед работой. Провязываем лицевую петлю и петлю со вспомогательной спицы снимаем с накидом. Делаем накид и снимаем, не провязывая, петлю с вспомогательной спицы. Провязываем лицевую петлю. Провязываем 5 изнаночных и формируем косичку. 2 петли оставляем на вспомогательной спице перед работой, провязываем 2 лицевых и петли с вспомогательной спицы провязываем лицевыми. В конце ряда 2 изнаночных. 26 изнаночный ряд, 11 петель провязываем по рисунку. Далее вяжем изнаночную петлю, петлю с накидом провязываем лицевой. Снова вяжем изнаночную, провязываем лицевую петлю. Далее нам нужно 12 пар петель перекрестить в левую сторону. Одну петлю оставляем на вспомогательной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю, петлю с вспомогательной спицы провязываем изнаночной. И 13 пара перекрещивается следующим образом. Одна петля оставляется на вспомогательной спице перед работой, провязывается изнаночная петля и петля со вспомогательной спицы провязывается лицевой. Далее у нас идет изнаночная петля, петля с накидом провязывается лицевой и изнаночная петля. В конце ряда петли по рисунку. 27 лицевой ряд, 11 петель вяжем по рисунку. Далее вяжем лицевую петлю, петлю с накидом снимаем, лицевая петля, петлю с накидом снимаем. Далее нам нужно
11 пар петель перекрестить с наклоном в левую сторону. 2, 12 пару петель перекрещиваем следующим образом. Одну петлю оставляем на вспомогательной спице перед работой, провязываем лицевую петлю, делаем накид и петлю вспомогательной спицы снимаем, не провязывая. Дальше у нас будет лицевая петля, петля с накидом снимается, не провязывая, лицевая петля, петля с накидом снимается, не провязывая, лицевая петля. И до конца ряда петли по рисунку. 28 изнаночный ряд. Провязываем 11 петель по рисунку. Далее провязываем 3 пары петель полупатентной резинки. Изнаночная, лицевая с накидом провязывается лицевой. 1 раз, 2 раза, 3 раза. Теперь нам нужно 10 пар петель перекрестить с наклоном в левую сторону. Это ряд изнаночный, поэтому петли провязываем изнаночными. Так, привязали 10 пар, и 11 пара у нас провязывается следующим образом. Одну петлю оставляем на вспомогательной спице. Перед работой провязываем изнаночную петлю, и петлю вспомогательной спицы провязываем лицевой. Далее у нас идет изнаночная петля, петля с накидом провязывается лицевой. Изнаночная петля, петля с накидом провязывается лицевой, изнаночная петля. И 11 петель по рисунку до конца ряда. Вяжем 29 лицевой ряд, 11 петель провязываем по рисунку. Провязываем 3 пары петель полупатентной резинки. Лицевая, петля с накидом снимается 1 раз. Лицевая петля с накидом снимается 2 раз, лицевая петля с накидом снимается 3 раз. Вот 3 пары петель полупатентной резинки провязали. Теперь нам нужно 9 пар петель перекрестить с наклоном в левую сторону. Перекрещиваем. 1, 10 пара перекрещивается следующим образом. 1 петля остается на вспомогательной спице перед работой, провязывается лицевая петля, и петля со вспомогательной спицы снимается вместе с накидом. Делается накид и снимаем петлю со вспомогательной спицы. Далее вяжем лицевую петлю, петлю снимаем с накидом. 1 раз, лицевая петля с накидом снимается 2 раз, лицевая петля с накидом снимается 3 раз.
И в конце резинки 1 лицевая петля. И до конца ряда вяжем петли по рисунку. 30 изнаночный ряд. Вяжем петли по рисунку, 11 петель. Далее вяжем изнаночную петлю, петлю с накидом провязываем лицевой 1 раз. И еще так повторяем 3 раза. Изнаночная петля с накидом лицевой 2 раз, 3 раз и 4. Всего 4 раза. Теперь нам нужно 8 пар петель перекрестить с наклоном в левую сторону. Девятую пару перекрещиваем следующим образом. Одну петлю оставляем на спице перед работой, на вспомогательной спице перед работой. Провязываем изнаночную петлю и петлю с вспомогательной спицы провязываем лицевой. Далее провязываем изнаночную петлю, петлю с накидом провязываем лицевой. Изнаночная петля с накидом лицевой 2 раз, изнаночная петля с накидом лицевой 3 раз, 3 пары петель полупатетной резинки и изнаночная петля. И до конца ряда у нас петли 11 петель по рисунку. 31 лицевой ряд. Провязываем 2 изнаночные петли и формируем косичку. 2 петли оставляем на вспомогательной спице перед работой. Провязываем 2 лицевых и провязываем петли со вспомогательной спицы лицевыми. Далее вяжем 5 изнаночных. Далее у нас идут 4 петли, 4 пары петель полупатетной резинки. Лицевая петля с накидом снимается 1 раз, 2 раза, 3 и 4. Дальше у нас идут 7 пар петель перекрестить с наклоном в левую сторону. Перекрещиваем 1 пара, восьмая пара перекрещивается следующим образом. 1 петля остается на вспомогательной спице перед работой. Провязываем лицевую петлю, делаем накид и снимаем петлю со вспомогательной спицы, не провязывая. Дальше провязываем лицевую петлю, делаем накид и снимаем петлю. 1 пара полупатетной резинки, пара петель, 2, 3 и 4. И в конце полупатетной резинки лицевая петля. Провязываем 5 изнаночных и делаем косичку. Перекрещиваем петли
левую сторону, 2 оставляем на вспомогательной спице перед работой, провязываем 2 лицевых и петельки со вспомогательной спицы провязываем лицевыми. В конце ряда 2 изнаночных. Вяжем 32 изнаночный ряд. 11 петель провязываем по рисунку. Изнаночная петля, петля с накидом провязывается лицевой 1 раз, 2 раз, 3 раз, 4 раз и 5 раз. 5 пар петель мы провязали полупатентной резинкой. Теперь 6 пар петель нам нужно перекрестить с наклоном в левую сторону. Ряд изнаночный, поэтому провязываем петли изнаночными. И 7 пара перекрещивается следующим образом. Или меняем местами петли, или одну оставляем на вспомогательной спице. Перед работой провязываем изнаночную петлю и петлю со вспомогательной спицы провязываем лицевой. Теперь 4 пары петель провязываем полупатентной резинкой. Изнаночная петля, петля с накидом провязывается лицевой 1 раз, 2 раза, 3 раза и 4 раза. В конце полупатентной резинки изнаночная петля и до конца ряда провязываем петли по рисунку. Вяжем 33 лицевой ряд. 11 петель провязываем по рисунку. Далее вяжем 5 пар петель полупатентной резинки. Лицевая петля, петля снимается с накидом. 1 пара, 2, 3, 4 и 5. Так. Теперь нам нужно 5 пар петель перекрестить с наклоном в левую сторону. 1, 2, 3, 4 и 5. И 6 пара перекрещивается следующим образом. Петля снимается на спицу перед работой на вспомогательную, провязывается лицевая петля, делается накид и петля со вспомогательной спицы снимается, не провязывая. Дальше вяжем петли полупатентной резинки. Лицевая петля с накидом снимается 1 раз, 2 раза, 3, 4, 5. 5 пар петель. В конце ряда полупатентной резинки лицевая петля. И в конце ряда петли вяжем по рисунку. Вяжем 34 изнаночный ряд. 11 петель провязываем по рисунку. Далее вяжем петли полупатентной резинки, 6 пар петель. Изнаночная петля, петля с накидом снимается, провязывается лицевой. 1 пара, изнаночная петля с накидом, лицевой 2, 3, 4, 5, 6. Дальше вяжем 4 пары
петель перекрещиваем с наклоном в левую сторону. Изнаночный ряд, петлю вяжем изнаночными. Одна пара, вторая пара, третья, четвертая и пятая пара перекрещивается следующим образом. Одна петля снимается на спицу перед работой, провязываем изнаночную петлю и петлю со вспомогательной спицы провязываем лицевой. Дальше вяжем полупатентную резинку. Изнаночная петля, петля с накидом провязывается лицевой. 1, 2, 3, 4, 5 пар петель полупатентной резинки и в конце изнаночная петля. В конце ряда петли по рисунку. Вяжем 35 лицевой ряд. 11 петель провязываем по рисунку. Вяжем 6 пар петель полупатентной резинки. Лицевая петля, петля с накидом снимается. Одна пара, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. 3 пары петель перекрещиваем с наклоном в левую сторону. Одна, вторая, третья и четвертая пара перекрещивается с наклоном в левую сторону следующим образом. Петля снимается на вспомогательную спицу перед работой, провязываем лицевую петлю, делаем накид и петлю со вспомогательной спицы снимаем, не провязывая. Далее у нас идет 6 пар петель полупатентной резинки. Лицевая петля снимается с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В конце полупатентной резинки лицевая петля. И до конца ряда вяжем петли по рисунку. Вяжем 36 изнаночный ряд, 11 петель провязываем по рисунку. Теперь 7 пар петель полупатентной резинки. Изнаночная петля, петля с накидом провязывается лицевой. Одна пара, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Теперь 2 пары петель перекрещиваем с наклоном в левую сторону. Это изнаночный ряд, петли провязываем изнаночными. Одна пара, вторая и третья пара перекрещивается следующим образом. Петля снимается на вспомогательную спицу перед работой, провязываем изнаночную петлю и петлю со вспомогательной спицы провязываем лицевой. Далее будет 6 пар петель полупатентной резинки. Изнаночная петля, петля с накидом провязывается лицевой. Одна пара, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. И в конце полупатентной резинки изнаночная петля. До конца ряда провязываем петли по рисунку. 37 лицевой ряд. Провязываем 2 изнаночных. Перекрещиваем петли для косы. 2 петли на вспомогательной спице перед работой. Провязываем 2 лицевых и петли с вспомогательной спицы провязываем
лицевыми. Вот к концу я уже начинаю путаться. Так, 5 изнаночных. Дальше 7 пар петель полупатентной резинки. Провязываем лицевую петлю, делаем накид и снимаем петлю с накидом. 1 пара, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все. Теперь перекрещиваем пару петель с наклоном в левую сторону. Петли лицевые. И вторая пара перекрещивается, одна петля остается на вспомогательной спице перед работой, провязывается лицевая петля, делается накид, и петля со вспомогательной спицы снимается, не провязывая. Далее у нас идут 7 пар петель полупатентной резинки. Лицевая петля, петля снимается с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В конце полупатентной резинки лицевая петля. Дальше у нас идут 5 изнаночных. И формируем косичку. 2 петли оставляем на вспомогательной спице перед работой. Провязываем 2 лицевые петли и петельки со вспомогательной спицы провязываем лицевыми. В конце ряда 2 изнаночные. 38 это изнаночный ряд. Провязываем 11 петель по рисунку. Провязываем 8 петель полупатентной резинки, изнаночная петля, петля с накидом провязывается лицевой. Это 1 пара, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 8 пар петель полупатентной резинки. 2 петли перекрещиваем налево. 1 петлю снимаем на вспомогательную спицу перед работой. Провязываем изнаночную петлю и петлю со вспомогательной спицы провязываем лицевой. И дальше у нас идут 7 пар петель полупатентной резинки. Изнаночная петля, петля с накидом провязывается лицевой. 1 раз, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. И в конце полупатентной резинки 1 изнаночная петля. До конца ряда провязываем петли по рисунку. Мы закончили вязать ромбик. Смотрите, какая красота. Далее мы будем вязать косички и полупатентную резинку. Это у нас будет сейчас 39 лицевой ряд. Петли вяжем 11 петель, также вяжем по рисунку. Теперь нам нужно провязать 33 петли полупатентной резинкой. Можно их теперь уже не считать, потому что нам хорошо видно, где они заканчиваются. Это мы вначале считали, чтобы нам не запутаться. В лицевом ряду она вяжется лицевая петля, петля с накидом снимается, не провязывая. И провязываем так полупатентную резинку. Все, мы закончили полупатентную резинку, и 11 петель в конце ряда мы провязываем по рисунку. 40 ряд, ряд изнаночный.
провязываем петли по рисунку. Ну вот 11 петель мы точно провязываем по рисунку. А петли полупатентной резинки, ну, они провязываются по рисунку. Изнаночная петля, петля с накидом провязывается лицевой. Ну, вот почти по рисунку. И после полупатентной резинки мы вяжем петли по рисунку до конца ряда. 41 лицевой ряд мы вяжем точно так же, как 39. То есть 11 петель мы вяжем по рисунку. Вяжем петли полупатентной резинки, лицевая, петля с накидом снимается. И в конце ряда петли по рисунку, 11 петель. 42 ряд вяжется точно так же, как 40. 11 петель в начале ряда по рисунку, затем петли полупатентной резинки, изнаночная, петля с накидом провязывается лицевой. И так мы провязываем всю резинку. И в конце ряда 11 петель мы провязываем по рисунку. Сорок третий лицевой ряд мы вяжем точно так же, как 41, как 39, только мы здесь формируем косичку. Оставляем 2 петли перед работой на вспомогательной спице, провязываем 2 лицевых, и петли со вспомогательной спицы мы провязываем лицевыми. Далее 5 изнаночных. Петли полупатентной резинки, лицевая, петля с накидом снимается, не провязывая. Провязываем 5 изнаночных и делаем, перекрещиваем петли косички. 2 петли на вспомогательной спице перед работой, провязываем 2 лицевых и петельки со вспомогательной спицы провязываем лицевыми. В конце ряда 2 изнаночных. И вяжем последний 44 ряд раппорта. Я провяжу сейчас его на более длинную спицу, чтобы у меня на короткой спице рисунок так не растягивается, так не смотрится. Вяжем петли по рисунку, это изнаночный ряд, и все петли здесь провязываются по рисунку. И резинка провязывается, изнаночная петля, петля с накидом провязывается лицевой. И в конце ряда тоже петли по рисунку. Ну вот, а теперь мы любуемся нашей красотой. Бесподобный рисунок. Просто прям захотелось связать себе такой же джемпер. Очень красивый, такой, я даже не подберу слово, ну, оригинальный, очень оригинальный рисунок. Большое спасибо Нине Новожиловой.
за идею мастер-класса, за то, что она нам прислала схему этого узора. Ставьте лайк, если вам понравился мастер-класс. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Давайте будем вместе вязать ровных вам петелек. Пока-пока.